Всем привет и добро пожаловать на Кронос, сервер классического World of Warcraft. Сейчас вас ждет небольшой сюрприз, потому что первые несколько секунд видео я взял из старого клипа, но в этот раз ни Миралины с нами не будет, а будет барабанная дробь, тролль, зовут его Немирул. А так все то же самое, мы снова будем делать эпичный квест на Кроносе, но за Орду, контратак. Можете прочесть, о чем он. Ну а я попутно расскажу, что происходит, что происходило, что будет происходить. Происходит война с кентаврами. Ее таурены вели испокон веку, с переменным успехом. Но теперь таурены часть Орды, и, соответственно, вся Орда воюет с кентаврами. Сейчас вы увидите, о чем я. Ну а прямо сейчас наш герой пытается перепрыгнуть через заборчик. Извечная проблема всех героев Азерота. Теперь он с этим справился, бросается в бой. Сражаться он будет не один, ему поможет целый отряд ордынских солдат. Но не только они. Они, если подходить с прагматической точки зрения, всего лишь мобы. Еще Немирулу поможет Рога, Андет. Видите его портретик. Видите его самого, возможно. В реальной жизни я его не знаю. Да и в Вове мы познакомились-то за 15 минут. До того, как я стал делать этот квест. До того, как мы стали его делать. Но могу сказать, что это отличный парень, дружелюбный. Мы с ним еще дуэлились несколько раз после. Я выиграл у него несколько дуэлей. Конечно, выиграл я только пока он не сообразил, что он делает не так. Потому что когда Рога сообразит, что он делает не так, конечно, Вар ему не помеха. Так вот, меньше обо мне, больше об игре. Что происходит? Кентавры атаковали пост Орды в степях. После чего это произошло? После того, как мы атаковали несколько их постов. Это где-то 5-й квест в цепочке. 4 предыдущих квеста мы нападали на кентавров, убили несколько их вожаков. Но вот теперь они предприняли масштабную такую контратаку. В суматохе битвы, к сожалению, досталось и Жевре, видите. Вот мне кто-то написал с предложением помочь. А я что-то как-то неправильно отреагировал. Надо было его пригласить в группу, да и делать все это вместе. Ну, прошу прощения. Может быть, он просто хотел помочь, и ему на самом деле не нужен этот квест. Тогда не так страшно. Что еще можно сказать с точки зрения лора? Да так как-то... Упомяну разве что мы сейчас бьемся против клана Колкар. Есть еще, возможно, знаете, кланы Елкис, Маграм. Какие-то еще другие, наверное, есть. Кентавры весьма дикий и воинственный, поэтому разрозненный народ. С кланом Калкар, который вот наш противники сейчас, связан один любопытный факт. В пустошах есть квесты, суть которых понравится заключить такой шаткий союз либо с Гелкисами, либо с Маграмами, о которых я сказал чуть раньше. И если делать эти квесты за Альянс, то что Гелкисы, что Маграмы, после того, как заслужить их минимальное доверие... Так, перемена темы. Прибежал командир Калкаров. Босс, элитка. Невозможно говорить, рассуждать о разных кланах кентавров, когда идет такая ответственная битва. Этот кентавр невероятно мощное существо. Вы видите, на него целой толпой навалились, а он все держится.
Это была ошибкой пытаться перебинтоваться. Я погиб почти одновременно с нашим главным противником. Беготня с кладбища ускорена, конечно, в 10 раз, чтобы вас не утомлять. Ну, точнее, не погиб, я потерял сознание. Как очнусь, буду героем. Вот пишу это в пати-чат. Будут меня все чествовать. Ну, а теперь с небес на землю. В этом квесте на Кроносе есть баг. Этот квест засчитывается только одному из тех, кто его делал. Ну, точнее, предметик нужно сдать. И вот этот предметик падает, соответственно, только одному человеку. Поэтому сейчас я беру этот квест еще раз, чтобы пройти его еще раз. Мой Рога-товарищ любезно согласился помочь. И вот снова Beware Nimiru, Look to the West. И сейчас у вас будет возможность увидеть этот квест снова. И, на мой взгляд, смотреть на самом деле есть на что. Возможно, самые внимательные из вас уже заметили, что я все время хвалю Кронос. И займусь я этим и в этот раз. Ну, посмотрите, большой ивент. И сделан отлично. Враги появляются, союзники появляются. Те и другие произносят какие-то реплики. Бросаются в атаку. Вражеские шаманы обрушивают на нас мощь магии природы. Бравые солдаты умирают со словом «Орда» на холодеющих устах. Ну и все такое прочее. В общем, не считая этого бага с отдачей, все работает на ура. И благодаря этому выглядит, не побоюсь этого слова, кинематографично. Ну, насколько вообще может быть кинематографичным старый Вов. Ну и получается, не просто там я делаю квесты, получаю экспы, шмотки, а получается игра, интересная, атмосферная игра. Вот лично меня Кронос в основном этим подкупает, вниманием к деталям, тем, что, ну, атмосфера, что-то непередаваемое, но это тут есть. Но, впрочем, не буду вам лишний раз навязывать свои взгляды на игру. Конечно, у всех они разные, все люди разные, это-то и прекрасно. Ну, так говорят, во всяком случае. Лучше закончу свой рассказ про вот этот любопытный факт про калкаров. Если мы делаем эти квесты в пустошах за Альянс, то если мы хотим понравиться Гелкисам, Гелкисы говорят, калкары используют магию, как и мы, но их магия убогая, сами они убогие. Пойди накажи их. Перебей. А если делать квест за маграммов, маграммы говорят, калкары пытаются быть сильными, как и мы. Там тренируют свои тела, но они все равно слабы и вообще ущербны. Пойди накажи их, перебей. В общем, такая параллель забавная прослеживается. Калкары, получается, ну, какой-то половинчатый клан. Вроде и сильные, и магию используют. Все равно никому не нравится. Хотя, впрочем, все племена кентавров одинаково всем не нравятся. В том числе другим племенам кентавров. Хотя, возможно, кому-то там идеологически близки. Те же Гелкисы. Ну, там, ритуалы. Духовные какие-то практики. Магия. Во всяком случае, когда я играл на сервере, который я по традиции не буду называть, там я играл как раз за друидессу Немиралину. И, ну, она пыталась, так как союз надо с кем-то заключать, она пыталась себя убедить, что, возможно, Гелкисы не так уж и плохи, что все их эти
магические штуки, так или иначе их, возможно, когда-нибудь приведут к чему-то вроде культуры, цивилизации. Возвращаясь снова чуть больше к Игромеху, в нашем повествовании новое действующее лицо. В нашей группе новый участник. Вы видите. Маг, тоже Undead. С его помощью мы, на удивление, гладко в этот раз побеждаем капитана Калкаров. Без единой смерти с нашей стороны. Хотя, вот маг был близок. В этот раз я беру кусочек знамени, который символизирует поражение кентавров. И отношу его орку, который тут главный по борьбе с кентаврами. Собственно, квест комплит. Опять же, можете почитать текст. Аплодисменты, но все та же проблема. Маг нам помог, а квест он не сделал. Теперь моя очередь помогать. Тут я уже даже самый экшен пущу побыстрее, потому что все-таки в третий раз подряд одно и то же. Но опять же, каждый мой чардж — доказательство того, что чардж на Кроносе работает хорошо. Да и вообще, каждый бой показывает, что мобы хорошо работают. Порой даже отлично. Вот такой пример. У воина есть способность ударить противника, вражеского мага, щитом, так, чтобы он на несколько секунд потерял дар речи и не мог кастовать заклинания той же школы, которую он кастовал, когда получил вот в зубы. Так вот, на Кроносе, когда я так делаю, неоднократно в этом убеждался, что маги, ну, у которых нету, во всяком случае, заклинаний другой школы, они оставляют магию, бьют меня посохом и порой вполне достойно себя показывают, вполне как опасные противники. Короче, такого рода вещи на Кроносе работают хорошо, и это не может не радовать. Это я все к тому, что видеоряд, который вы видите в третий раз, все-таки кое-какую информацию дает, несмотря на то, что мы вот умерли. Да и вообще, независимо от чьей бы то ни было смерти. Сейчас мы соберемся с силами и сразим-таки главного кентавра. Третий раз. Кто мы? Вы видите, у нас снова пополнение. Шаман. И вы догадываетесь, наверное, что будет дальше. Конечно же, мы ему тоже поможем сделать этот квест. Из этого всего две морали. Одна такая утилитарная, что ли. Убедитесь, что на Кроносе не я один играю. Много людей играет на Кроносе. Сервер живой. На один квест. Вот. 4 желающих за какие-то там 20 минут. Спойлер, будет и 5. Вторая мораль такая, более романтическая. Посмотрите, как здорово в ваниле. Люди помогают друг другу вот с этим несчастным квестом. Раз за разом. И вот, может быть, кто-то заметил, первый самый товарищ писал I don't want to be a jerk. То есть отказать в помощи в такой ситуации. Наоборот, вот это было бы хамским поведением, каким-то маргинальным. Сильна в классическом Вове социальная составляющая. Это все очень здорово и приятно, и повод для радости. Но еще это, конечно, повод попереживать из-за того, чем является World of Warcraft сейчас.
Я имею в виду официальные сервера Blizzard. Что-то с этой игрой все-таки стало не то. Ну да не будем о грустном. Мы на Кроносе. Значит, все хорошо. Замечательно. Расскажу-ка я вам чуточку про то, что я делал после этого квеста. Между тем моментом, когда я записал ролик, и тем моментом, когда я его озвучил. Только сначала обращу ваше внимание на забавная ситуация вышла. Вот у нас группа из 4 человек, и так совпало, что 3 из них русскоговорящие. Я на одного из них стал вот наезжать. Зря. Вместо того, чтобы просто объяснить, что делать тут. Ну, отменить квест. Неважно, не выспавшийся, видать, человек был. Медленно реагировал. Ну вот, такое совпадение. На самом деле на Кроносе, конечно, большинство людей говорят, пишут по-английски. Все-таки русскоговорящие здесь скорее исключение. Так вот, что я делал на Кроносе после этого квеста? Во-первых, я нашел жену Манкрика. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, не буду спойлерить. Безо всяких подглядываний в интернет, безо всяких квест-хелперов этих ваших новомодных. Сам нашел. Горжусь. Во-вторых, прошел еще несколько элитных квестов, несколько подземелий. Все там хорошо работало. Но это уже аксиома. На Кроносе просто все хорошо работает. Прошел этот квест еще раза 3. Помогал. Ну, помогал ребятам. Заманил их в свою гильдию за счет этого. В общем, игра, доволен. Напоследок поставлю вам, видите, жертва Жевры была не напрасной. Я с помощью ее останков приманю опасного ящера. Избавлю степь от него. Ну а так, спасибо за внимание. Надеюсь, вам не было слишком скучно. До встречи на Кроносе. Пока.